Жидкие обои в интерьере. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Жидкие обои в интерьере используются совсем недавно. Обои жидкие для стен чаще всего применяются в современном дизайне. Как наносить жидкие обои? Жидкие обои можно наносить разными способами, и об этом можно узнать из этого видео. Нанесение жидких обоев не очень сложная задача. Наносите жидкие обои самостоятельно, и вы сэкономите много денег. Давайте рассмотрим подробнее, что же такое эти жидкие обои. Жидкие обои – это финишное покрытие для стен и потолков, которое совмещает в себе свойства декоративной штукатурки, лакокрасочных материалов и бумажных обоев. При поверхностном рассмотрении материал очень похож на венецианскую штукатурку, поэтому многие по незнанию путают его. Такую отделку называют шелковой штукатуркой, так как она содержит текстильные ворсинки и приятна на ощупь. На самом деле это смесь из волокон целлюлезы, пигментов и сопутствующих веществ. Главное отличие от штукатурки – отсутствие крупных фракций песка, наличие целлюлезы, клеящих веществ и тонкий слой нанесения. Разновидности жидких обоев. Шелковые не выгорают на солнце и не меняют свой цвет длительное время. Самый дорогой вид. Целлюлезные по сравнению с шелковыми имеют меньший срок эксплуатации и меньшую декоративную ценность, поэтому и стоят дешевле. Хлопковые благодаря волокнам хлопка получили оригинальную текстуру. Шелково-целлюлезные сочетают преимущества шелковых и целлюлезных обоев. Как наносить жидкие обои? Содержимое пакета разбавляется водой в пропорции, указанной в инструкции по применению. Как наносить жидкие обои на стену, если она неровная? Для этого ее грунтуют. Для нанесения используется гладкий полутерок из оргстекла или пластика. Его держат под углом 15 градусов по отношению к стене. Слой жидких обоев толщиной 2-3 мм наносится равномерно, без пауз посередине стены. В противном случае на уже высохших обоях будет виден стык. Движение производят от угла к углу. Если температура уличного воздуха выше 16 градусов, допускается проветривание помещения с высыхающими обоями. Можно ли наносить жидкие обои на старые обои? Нельзя, необходимо удалить старые и заштукатурить стену. Как снять жидкие обои после завершения их эксплуатации? Хорошо смочите их, а затем аккуратно удалите шпателем. Оставшиеся куски затрите наждачной бумагой. Использование жидких обоев в отделочных работах. Использование жидких обоев в отделочных работах сделает ваши стены и потолки не только бесшовными, но и долговечными. Благодаря легкости нанесения и простоте подготовки жидких обоев, их все чаще и чаще выбирают взамен бумажных обоев. Сейчас отделать потолки возможно множеством способов, и каждый из них, если сделан качественно, хорош. Однако некоторые типы отделки не подходят, например, в спальню, а некоторые лучше всего применять исключительно в ванной комнате или на кухне. Чаще всего можно встретить потолки, на которых поклеены обои. Они также смотрятся отлично, когда работы выполнены достаточно качественно. Сегодня я хочу рассказать о таком виде обоев, как жидкие обои, а именно о том, как с помощью жидких обоев отделать потолок. Я с вами согласен, что лет 5 назад жидкие обои были достаточно экзотическим видом отделки, но сейчас это обычный материал, имеющий свою технологию. Хороши жидкие обои тем, что вы сможете с их помощью сформировать любого вида аппликацию не только ведь на стенах, но и на потолке. Как это сделать на практике, мы и обсудим. Применение жидких обоев в виде отделочного материала. Любые жидкие обои возможно использовать в любом помещении вашей квартиры. Отделать жидкими обоями возможно даже ванную комнату, ведь сейчас есть составы с повышенной водоустойчивостью. При этом вы должны помнить, что как бы материал не был защищен от влаги, он все равно будет впитывать, поэтому наносить жидкие обои на ваш потолок кухни нежелательно. Они впитают в себя не только запахи, но и рельефная поверхность будет собирать жировые пары. Жидкие обои возможно поклеить на потолок кухни в том случае, если после этого вы нанесете несколько слоев бесцветного лака. Жидкие обои наносятся не только на основание потолка, но и на любую лицевую поверхность
фальш-потолков, то есть подвесных потолков, которые сделаны из гипсокартона. Чтобы ваши потолки были более красочные и разнообразны, лучше всего применять разные виды и расцветку жидких обоев. Для того, чтобы был плавный переход цвета с потолка на стены, с помощью жидких обоев сформировывают определенный периметр, в котором подбирают цвет переходящий. Если у вас сделаны двухуровневые потолки, то с помощью жидких обоев можно сгладить любые переходы при отличии поверхности или достаточно неплохо подчеркнуть глубину потолка. Сама технология нанесения любых жидких обоев на потолок совершенно ничем не отличается от нанесения жидких обоев на стены. Главное – это правильно выбрать инструмент, с помощью которого подготавливается и наносится раствор. Главное в технологии нанесения любых жидких обоев – это подготовка поверхности. Вам не нужен идеально ровный потолок. Жидкие обои скроют все дефекты и неровности. Важно, чтобы потолок был с равномерно впитывающей поверхностью. Также не допускается наносить жидкие обои на разные по цвету участки. После всех работ все данные дефекты вылезут наружу. Подготовка потолков для нанесения жидких обоев. Если взять для сравнения нанесение жидких обоев на стены, то можно определенно сказать, выводить стены под уровень не обязательно, так как жидкие обои превосходно скрывают все мелкие дефекты. При этом потолки – это уже совершенно иные требования, так как на потолке находится множество осветительных приборов, и частично свет под углом попадает на потолок. Любые впадины или же бугорки достаточно четко будут видны, поэтому перед нанесением жидких обоев на потолок его необходимо обязательно выровнять. Если вы видите, что потолок в принципе ровный, то для успокоения можно пройтись по всей площади жидкой шпаклевочкой, удалив тем самым достаточно мелкие впадинки. Так как я уже говорил, что потолок должен быть равномерно впитывающим, то для этого его обязательно необходимо загрунтовать. К тому же любая штукатурка или же шпаклевка обычно пылит и без грунтовки легко осыпается. Поэтому загрунтовать потолки перед нанесением жидких обоев вы должны обязательно. Наносится грунтовка на потолки в несколько слоев. Для начала грунтуем той, которая имеет свойство глубокого проникновения. Этот грунт свяжет вашу шпаклевку и поверхность плит перекрытия, а также будут заполнены все поры. Далее наносим слой грунтовки того состава, который больше подходит под нанесение жидких обоев, и наносится он также в несколько слоев. Если при нанесении вы используете валик, то новый слой должен наноситься перпендикулярно предыдущему слою. При этом между каждым слоем необходимо дождаться, как правило, полного высыхания предыдущего слоя. Отлично заменяет грунтовку любая белая водоэмульсионка. Старайтесь не допускать подтеков и провисающих капель на потолке, так как этот дефект в последующем будет виден. Вся поверхность потолка должна быть однородной. Если вы хотите с помощью жидких обоев на потолке создать некий рисунок, то обязательно перед нанесением расчертите потолок или приготовьте шаблоны своей аппликации. Многие по периметру потолка делают полоску, которая является переходной от потолков к стенам. На нее наносится более нейтральный цвет. Первое, что вы должны сделать, это непременно ознакомьтесь с инструкцией. Если вы будете соблюдать все пропорции, соответственно в итоге будет качественный результат. Из пакета вся смесь высыпается в любую емкость с водой и тщательно перемешивается. Обязательно проконтролируйте, чтобы вся масса промокла. Далее раствор жидких обоев должен настояться, чтобы клей хорошенько набух и лучше связался с волокнами самого материала. После этого все необходимо еще раз тщательно перемешать. Есть несколько неотъемлемых правил при замешивании жидких обоев перед тем, как их наносить на потолок. Каждый пакет или пачка жидких обоев замешивается строго отдельно. Запрещается при замешивании использовать дрель с миксером. Все делаем руками. В первую очередь в воду высыпаются все имеющиеся декоративные добавки и смеси, которые должны идти в комплекте. Несколько порций можно смешать только тогда, когда они замешаны и уже настоялись. Если необходимо покрыть небольшой участок потолка с помощью жидких обоев, например, покрыть какой-то отдельный элемент рисунка, то жидких обоев замешивается ровно то количество, которое для этого необходимо. Многие чаще всего берут раствор жидких обоев впритык.
Берите всегда с небольшим запасом, ведь даже если у вас останется лишняя смесь, лишней она никогда не будет. Часто бывает, что стену чем-то заляпали, то у вас всегда будет возможность очистить стену и заново нанести на нее жидкие обои. Технология нанесения жидких обоев. Вы должны перед тем, как наносить жидкие обои на потолок, проверить, насколько хорошо пристают они к потолку. Отслаиваться они не должны ни в коем случае. Если вы видите, что жидкие обои плохо распределяются и сам раствор немного густоват, то добавьте водички и снова все тщательно перемешайте. Не добавляйте сразу слишком много воды, чтобы жидкие обои не получились слишком жидкими. Новой смеси уже не добавишь, это не шпаклевка, и придется вам ждать, пока избыток влаги испарится. На потолки жидкие обои лучше всего наносить с помощью пластиковой или металлической терки. Жидкие обои наносим небольшим пятачком, а потом равномерно распределяем смесь по потолку, соблюдая необходимую толщину слоя. Для распределения жидких обоев используйте специальный инструмент, так как именно с его помощью будет четко видно каждое ваше движение в момент распределения жидких обоев по поверхности потолка. Важно! Для того, чтобы вы смогли добиться наиболее идеального вида всего покрытия, то при распределении необходимо теркой совершать круговые движения, имеющие характер непродолжительного прикосновения. Старайтесь нанесенную смесь распределить и разровнять быстро. Лучше всего делать финальное разравнивание участка с помощью более широкой терки. Вся техника напоминает технику выравнивания стен с помощью шпаклевки. Проверить то, насколько качественно вы сделали участок потолка, можно с помощью обычной лампы. Подсветите потолок под углом, и вы увидите все неровности и дефекты. Как только все доделано и необходимо дождаться вам полного высыхания жидких обоев, можно открыть окна. Жидкие обои совершенно не боятся сквозняков, в отличие от бумажных обоев. Никогда не стоит выбрасывать остатки смеси. Бывают моменты, что после нанесения сразу не заметишь некоторые дефекты, и у вас всегда будет под рукой готовая смесь, которой можно все подправить. Можно исправить даже такие моменты, как повреждение слоя в процессе эксплуатации. Причем уникальность жидких обоев чаще заключается в том, что без проблем можно соскоблить испорченный участок полностью и нанести новый слой жидких обоев. Чтобы сохранить оставшиеся жидкие обои, просушите их и сложите в любой пакет. Надеюсь, вам понравилось это видео, напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.